Поднялся на гору третий раз. Решил взять все-таки штурмом. На что карантин мотивирует людей. Да, я решил сегодня сделать трекинг на море. Потому что купаться ойко хочется. Уже дома подустал сидеть. Хочется на свободу. Пешком до пляжа 30 километров, поэтому меня ждет захватывающий трекинг. Сегодня немножко облачно, пасмурно. Вот сзади меня можно видеть облака, такую дымку. Не так жарко, это хорошо. Вот, но я надеюсь, что когда я приду к морю, уже будет повеселее, потеплее. Вот, я стартанул здесь подниматься и дошел наверх горы, вот сюда, там, где я в прошлый раз закончил снимать, я решил сегодня начать снимать здесь. Вот. Чтобы попасть на море, мне нужно еще сюда пройти по вершине и спуститься по голубой трассе вот сюда, к Троечке. Кстати, в свободное от карантина время здесь, оказывается, ездит автобус для тех, кто не хочет, у кого нету механического байка и кто хочет отведать данные места симпатичные. Есть определенные ветки, маршрут, конечно же, все на вьетнамском. А нет, вот на английском тоже есть. Black Rock. И расписание. Удобно, классно, я об этом не знал. В прошлый раз я закончил снимать там наверху метеостанции. Помню, у деда в деревне, когда я был маленький, была такая метеостанция. Вот, и они, когда ситуация с погодой накалялась, то, чтобы не попортился урожай, чтобы не размывало все вокруг, они запускали в облака ракеты, и ракеты разгоняли облака. Смотрю я на этот подъем, и все внутри меня очень сильно улыбается. И сразу вспоминается вчерашний день ног. Погнали! Такое интересное растение. В целях самозащиты закрывается. Я стартанул дома в 5:30, уже 7:30, чувствую солнце уже, и уже так нормально в голову припекает. Время моей волшебной шляпы. Сегодня воду только взял с собой, еду не брал, наслаждаться буду по приходу. Накатываем дальше. Смотрите, какая-то штука на наши желуди похожа. Только дерево другое. Очень похоже. Какая шляпа. Сейчас попробую извлечь внутренность. Не, так, чтобы не повредить шляпу, извлечь внутренности не получается, поэтому ну и ладно. Я в детстве в деревне брал. Дед научил свистеть с помощью желудя. Сюда между пальцев вставляется желудь, шляпка от желудя. Дуешь, и свист получается. Ой-ой-ой. Это типа осторожно, через дорогу перебегают дикие самолеты. Вьетнамцы. Шагаю я, и на горе обезьян не могу встретить ни одной обезьяны. Нычкаются вообще так быстро. Только вижу там где-то вдалеке шух-шух-шух-шух-шух. Деревья шурудят и все. Но надежды не теряю. Идем дальше. Я ее видел, просто не получается заснять. Хочу заснять на камеру. Все-таки на память. Был на горе обезьян. Я их тут, конечно, в округе видел кучу уже.
но хочется именно здесь заснять. Здесь тем более они такие цветные какие-то, особенные есть. Идем охотиться дальше. Дошел до поворота, значит где-то половина дороги к морю. Видим указатели. Направо пойдешь, приобретешь, налево пойдешь, попадешь, прямо пойдешь, увидишь. Вот мне надо вот это увидишь 5 километров, где-то так. Вон сидит на верхушке одна, на дереве. Вон. И на дорожке парочку уже стоит. Вот так вот вдалеке только бегают, кричат. И все, подобраться близко сложно. Нашел таки вон стаю цветных. Здоровые такие, красные, красный, белый с черным. Жалко, телефон не тянет. Прикольные. Чуть поснимаю. Интересные такие. Более спокойные. Спокойнее, чем те малые. И все на меня смотрят, позируют, не знаю, что они делают. Отвлекаю я, в общем, от их веселых будних. Сидит, мотыляет хвостом. Давай, букашка, ползи. Сколько их там? 4 или 5 штук. Ладно, пойду, я не буду их отвлекать. У меня еще длинная дорога впереди. Может, где-то еще раз попадутся поближе. Надо быть востре. Постоянно следить за обстановкой со всех сторон. Может какая-то дичь выползти. В мгновении ока. Так, у меня развилка. Будем смотреть по карте, куда мне надо идти. В общем, судя по карте, я прошел только половину. Уже 9 часов. Мне, кстати, вернуться нужно где-то до 5 часов, естественно, до того, как будет уже темнеть. Поэтому надо поторопиться. Вот мне на вот это вот Янкиеу стрит 9 километров. От пика я 2 километра прошел. Туда вниз Баян 3, типа большое дерево, 10 километров. Ну его спасибо, в другой раз. Пойдем на пляж. Это я только половину дороги прошел. Если учитывать дорогу туда-обратно, то это четверть. Звучит захватывающе. Я решил ехать поздно вечером. Утром у меня не было времени что-то купить, похавать, поэтому будем делать фастинг. Избавляться от лишнего жира, который у меня когда-то таки появится, наверное.
интересные деревья, сухие, полусухие пейзажи, скалы, обрывы. Как по телеку что-то смотрю, вообще класс. Я уже почти дошел, мне осталось километра 2, наконец-то, до пляжа Black Rock. Вот. Я сочувствую тому человеку, которому нужно будет идти обратно, потому что это сплошной один здоровый спуск вниз. Я уже не знаю. Идти обратно будет очень интересно. Всегда путь обратно самый интересный, потому что он ведет или со скалы, когда нужно слазить, типа климбингом, когда занимался наверх, вниз слазить, или вот как сейчас нужно будет обратно все это время подниматься. У меня осталось 46% батареи, вот, поэтому буду сейчас гаситься, экономить электроэнергию, электричество, чтобы хватило, если что, на дорогу обратно поснимать, ну или не знаю, кому позвонить. Вряд ли тут связи нету, конечно, но на всякий случай желательно, чтобы всегда у телефона был заряд. Вон там вот я был наверху. Вот оттуда я спустился. С вершины горы. В обход. Ну, как все главные герои, собственно. Я надеюсь, что проход к пляжу есть, и мне не нужно будет лезть по кустам. Как обычно. Везде по дороге встречаю вот такие лесенки. Ну и скажи, что обезьянки глупые. Построили себе, молодцы сами, чтобы не тусоваться на дороге с мопедами. Вот так вот. Все, пришел, вот дорога к пляжу, насколько я понимаю. Тут какой-то знак. Надеюсь, это значит, вас там ждет вкусная еда и прохладные напитки, а не вас там съедят обезьяны. Всегда настрой на позитив. Короче, я дошел. Тут прямо на дороге, перед входом на пляж, лежат 3 здоровезные псины. Я прошел 15 километров. Видно, что пляж типа оборудован. Возможно, на него сейчас не пускают из-за короны. Джекпот сорвал. Так, что делать? Есть какая-то обходная дорожка вот здесь, вот типа загражденная ветками. Я не знаю, если я туда пойду, псины меня услышат или нет. И дойду ли я до конца? Не знаю, попробую. Тупик. Идем дальше. Короче, здесь везде тупик, остается дорога через собак. Поэтому иду в наглую, напрямую, ну, аккуратненько. И там посмотрим, что будет. Начал идти в ту сторону, смотрю, где-то за 20 метров до собак дорожка идет влево. Я думаю, о, скорее всего, мне сюда. Ну, сейчас посмотрим, куда приведет. Прошел по дорожке еще где-то километр, наверное, может метров 800. Встретил таки собаку, встретил змею. Ну, небольшую, правда, змеючку. Но если есть маленькая, значит, есть большие. Но, наконец-то, я пришел. Цель выполнена, половина цели. До пляжа я добрался. Это, конечно, был челлендж еще тот. Учитывая дорогу обратно, это будет мой самый большой трекинг в жизни. 30 км с горы на гору, сверху вниз,
Вот, не знаю, у меня батареи осталось совсем чуть-чуть, не знаю, хватит ли снять обратную дорогу. Фух, ну подустал я. Было бы офигенной идеей взять палатку и свинтить отсюда через дней 5. Здесь какие-то домики, кто-то живет. Вода просто потрясающая. У меня батареи почти не осталось, поэтому, ребята, дорогу домой я заснять не смогу. Вот. Но когда приеду домой, отпишусь, что все хорошо, все прошло гладко, потому что по-другому быть не может. А на этом хочу сказать всем спасибо, что провели со мной, по крайней мере, половину трекинга на пляж. Это был интересный, но не легкий трекинг, учитывая дорогу обратно, самый длинный в моей жизни. Вот, но 30 километров, ребятки, 30 километров. Но я счастлив, хоть и подуставший, и в таком состоянии. Пойду я освежусь, пойду скупнусь. А с вами до связи. Всех рад был видеть, ребятки, всех обнял. Путешествуйте и наслаждайтесь жизнью. Пока. Живите, друзья, живите не ради денег, а ради удовольствия. Бросайте себе вызовы, преодолевайте их, повышайте свою планку. Используйте весь потенциал, который был дарован каждому из нас. И помните, жизнь любит не тех, кто не ноет по пустякам, а тех, кто радуется по пустякам.